Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу и покажу, как обслужить и смазать приводы распашных ворот. У меня есть такие приводы распашных ворот, я их уже демонтировал, фирмы Super Power Tech. И вот они начали давать сбой. Для проверки работоспособности этого механизма необходимо подключить напряжение постоянное 12 вольт к этим разъемам. После этого включается двигатель, крутится редуктор и выходит телескопическая часть на обратной стороне этого механизма. Я подключу напряжение. Как видите, механизм работает, но очень туго. Необходимо его разобрать и смазать. Аккуратно снимаем крышку, чтобы не повредить ничего на механизме. Запоминайте, где что находится, чтобы потом его собрать в обратном порядке. Для начала я возьму старую зубную щетку, спирт и хорошо вымою старую смазку, которая есть на шестернях. Вынимаем по очереди шестерни и хорошо отмываем от старой смазки. В старой смазке много грязи, поэтому она выполняет абразивную функцию. Важно отмыть все зубцы шестерни, чтобы они были чистые. И после чистки хорошо вытрем остатки спирта с помощью чистой сухой ветоши. Вот, шестеренка чистая. Приступим к остальным. Старайтесь не забыть расположение этих шестеренок, чтобы потом все у вас получилось при сборке. После чистки необходимо почистить оси, на которых были шестерни, тоже от старой смазки и грязи. После этого для смазки шестерен я воспользуюсь силиконовой смазкой, термоустойчивой, густой, которая применяется также для смазки всех пластмассовых шестеренок на приводах, компьютерных частях и прочих шестернях. Вначале наносим небольшое количество смазки на вал. И такое же количество на шестерню. Здесь много не нужно, чтобы не было переизбытка. И одеваем шестерни на свое место. И таким же образом смазываем большую шестерню, одну и вторую. И собираем корпус редуктора в обратном порядке. Для смазки внутреннего червяка я воспользуюсь такой универсальной смазкой для редукторов. Возьму старый шприц, выдавлю немного смазки в него. И закачаю в это техотверстие примерно
3 кубика. В одно и в другое. После этого необходимо механизм двигать в обе стороны. Вот автоматические механизмы открывания распашных ворот обслужены и почищены. Осталось только установить их на ворота и проверить их работу. Я думаю, что будет все работать. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как обслужить, смазать и почистить автоматический механизм открывания распашных ворот. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.